А вы бывали в Лондоне? А в Москве? Два великих города. В Лондоне я был много раз, даже какое-то время там жил. А вот в Москве довелось побывать всего 2 раза. Но это пока. Я уже давно хотел сравнить эти две столицы. А еще перед тем, как сделать этот ролик, я поискал в Ютубе. И знаете, что я вам скажу? Видео, которое вы сейчас смотрите, уникально. Во всем русском Ютубе ничего подобного просто нет. Ага, я сам удивился, если честно. Так что досмотрите его до конца, не пожалеете. Мы сравним Москву и Лондон по 6 действительно важным критериям и даже поставим оценки по каждому из них. А в конце подведем итог и выясним, какая из этих столиц на самом деле лучше для жизни. Не переключайтесь, будет очень интересно. А начнем мы наше сравнение с такого критерия, как комфорт городской среды. Он будет включать в себя качество инфраструктуры, кроме транспорта, о нем поговорим отдельно, чистоту улиц и дворов, а также такой фактор, как природа и экология. Комфорт городской среды – это не просто модное словечко урбанистов, а целая наука о том, как город может сделать жизнь горожан, если не раем, то хотя бы сносным существованием. Начнем с инфраструктуры. Москва – город контрастов, где суровый сталинский ампир соседствует с высокотехнологичными пространствами. Возьмем, к примеру, обычные дворы. Если в 90-е они были похожи на постапокалиптические зоны с покосившимися лавочками и вечно воющими собаками, то сейчас это целые городские оазисы. Программа «Моя улица» превратила многие районы в великолепные кварталы с Wi-Fi, арт-пространствами и модными скамейками. О Москве в плане инфраструктуры говорить легко и приятно. Этот город за последние годы буквально прошел пластическую операцию уровня из грузчиков топ-модель. Улицы, которые когда-то напоминали парковку для машин, вдруг обрели широкие тротуары, деревья и даже кое-где фонтанчики. Лондон же в этом плане ветеран комфорта. Его улицы – это целая философия. Каждый сантиметр продуман до мелочей. Здесь тебе и зона отдыха, и детские площадки, и мини-скверы, где можно выпить утренний кофе, не опасаясь, что на тебя свалится кирпич со старинного особняка. Этот город словно гордо заявляет: мы такие старые, что нам и меняться не надо. И это, конечно, очаровательно, если вы романтичный турист с чашкой латте в руках. Но если вы житель, то иногда, ей-богу, хотелось спросить, какого черта? Узкие тротуары, хаотично расположенные мусорные контейнеры, фасады, которые не видели ремонта со времен Шерлока Холмса. Про интернет в Западной Европе это отдельная песня. В Лондоне порой его скорость может просто удручать, но это уже мало кого удивляет. Слушайте, даже в Прибалтике качество интернета для населения в разы лучше, чем в той же Франции или Англии. И не спрашивайте меня, в чем причина. Просто факт. В целом, конечно, лондонская инфраструктура держит марку, тем более, что в нее вкладываются значительные инвестиции. Однако традиционно консервативный Лондон сталкивается с постоянной необходимостью обновления устаревших систем и адаптации к изменяющимся потребностям современных людей. Например, недавний пожар на подстанции привел к временному закрытию аэропорта Хитроу, что лишний раз вскрыло проблему ненадежности устаревшей энергетической инфраструктуры города. Чистота – это отдельная песня. Москва за последние годы буквально преобразилась. Если раньше урны были скорее декоративным элементом, то теперь город напоминает этакое отделение больницы под открытым небом. В плане чистоты, конечно. Раздельный сбор мусора, армия дворников и в том числе штрафы для мусорящих сделали свое дело. Да и общество наше меняется в лучшую сторону, если вы не заметили. Например, когда я был в Москве 1,5 года назад, меня приятно удивила чистота этого мегаполиса, которая превзошла мои ожидания. Нет, серьезно, я думал, что мегаполис в принципе не может быть чистым. Обычно чистота – это удел маленьких городов, но я ошибался. Лондон же в этом смысле хоть и аристократ с рождения, но, скажу сразу, Москве уступает. Культура поддержания чистоты в Англии, конечно, присутствует. Британцы с детства знают, если ты бросил фантик мимо урны, общество тебя осудит и все такое. Вот только в Лондоне это правило как будто не работает. Нет, нельзя сказать, что британская столица прямо какой-то сильно грязный город, это не Дели. Но сравняться по чистоте с Москвой ему просто без шансов. Экология – больная тема для обоих мегаполисов. Москва активно озеленяется, парк Зарядье, новые скверы, вертикальное озеленение. Причем делается это с размахом, не просто кустиков понатыкали, а создали целые экосистемы.
Впечатляет. Лондон же давно превратился в город-сад. Знаменитые королевские парки, зеленые крыши. Экологичность здесь не тренд, а образ жизни. Плюс строгие экологические нормы. Хочешь построить небоскреб? Будь готов к тому, что треть его будет покрыта растениями. Интересный факт. В Лондоне действует правило, что на каждое срубленное дерево нужно посадить 2 новых. В Москве такого пока нет, но движение в этом направлении не помешало бы. Вообще, по площади зеленых насаждений в черте города у Лондона и Москвы примерный паритет. Другое дело, что в центральной части британской столицы мы имеем целый ряд просто роскошных и достаточно больших парков. Будем честны, в центре Москвы мы такого не наблюдаем. Однако на территории столицы России имеются просто огромные лесопарки, тяготеющие к периферии города. Москва и Лондон являются очень зелеными городами. Москва все-таки имеет более высокий и стабильный процент общей площади, покрытой зеленью. Однако, что касается общественных парков, то в этом отношении Лондон, по всей видимости, выходит в лидеры. Я также попытался провести сравнительный анализ качества воздуха в обоих городах. Москва продемонстрировала значительный прогресс за последние десятилетия с заметным снижением концентрации взвешенных частиц НО2 и СО. Лондон также добился прогресса в снижении уровня некоторых загрязняющих веществ, особенно НО2, благодаря таким мерам, как зона сверхнизких выбросов. Зона сверхнизких выбросов в Лондоне – это такой клуб для автомобилей, где вход дорогой, а дизельные старички вообще не в списке гостей. Ну, вы понимаете, да, на абы какой машине в Лондон бесплатно не въедешь, приходится адаптироваться к новым реалиям. Адаптироваться к изменениям нужно каждому, менять, например, профессию, если на текущей нет перспектив. Что если выбрать новый путь и управлять нейросетями? Data Scientist – это профессия будущего, потому что именно эти специалисты буквально это будущее предсказывают, анализируют данные и строят прогнозы. Рекомендации фильмов на основе ваших вкусов, голосовые помощники и даже прогноз болезней – все это их заслуга. Профессия сейчас на первом месте по популярности, а средняя зарплата 200 тысяч рублей. Все зависит от уровня навыков. А обучиться ей можно с нуля, например, в онлайн-школе Skill Factory. Курс разработан совместно с профессором из МГУ и наполнен большим количеством практики. Здесь вы прокачаете навыки на проектах от реальных заказчиков, также сможете пройти стажировку. С упаковкой опыта и трудоустройством поможет карьерный центр. В финале у вас будет портфолио, диплом о профпереподготовке и опыт. Круто, что с профессией и работать можно откуда угодно, хоть из Москвы, хоть из Лондона. Кстати, я сам когда-то думал пойти по этому направлению в IT. Очень уж оно интересное и, главное, что востребованное. Поэтому предлагаю строить прогноз на свое будущее и помогать строить его другим. По промокоду СОВОК вас ждет скидка 45% и курс по софт-скиллам в подарок. Кликай по ссылке в описании или сканируй QR-код. Успехов в учебе! Среднегодовые уровни взвешенных частиц в британской столице в последние годы представляются в целом ниже, чем зарегистрированные в Москве. Тем не менее, прямое сравнение затруднено по ряду причин. Исторические уровни взвешенных частиц примерно в середине 2000-х годов были схожи в обоих городах и превышали действовавшие на тот момент рекомендации ВОЗ. Сейчас ситуация стала лучше, и в целом, по данным за 2023 год, можно говорить о довольно хорошем качестве воздуха как для Лондона, так и для Москвы, без явного победителя в этой категории. Что касается качества водопроводной воды, то в обоих городах оно достойное. Воду вполне можно пить, однако в Москве используются более продвинутые системы очистки водопроводной воды, чем в Лондоне, что дает нам право поставить небольшой плюсик столице России по этому показателю. Резюме нашего расследования. Обе столицы всерьез взялись за создание комфортной городской среды. Москва быстрыми, порой радикальными темпами, Лондон эволюционно и с британской основательностью. В номинации «Комфорт городской среды» он получает 7 баллов из 10. Сыграли следующие позитивные факторы. Великолепные исторические парки и зеленые зоны, хорошо продуманная сеть пешеходных зон в центре и развитая велосипедная инфраструктура. Из минусов – узкие тротуары, особенно в старых районах. Проблемы с мусором в некоторых частях города и тот факт, что некоторые улицы выглядят обветшалыми из-за старой застройки и медленной реновации. Москва получает твердую 8. На эту оценку повлияли следующие факторы. Современные благоустроенные улицы, парки и общественные пространства. Чистота улиц на высоком уровне благодаря эффективной системе уборки. Активное озеленение и создание новых парков. Из минусов. Зимой бывает слишком много реагентов на дорогах.
В отдельных районах все еще остаются проблемы с дворовыми территориями и старой застройкой. А теперь переходим к общественному транспорту. Тому самому, что каждое утро превращает нас в философов. Стоишь так на остановке и думаешь, а все ли я правильно сделал в жизни? Ну ладно, начнем с подземного царства. Лондонское метро старейшее в мире. Оно открылось в 1863 году и, кажется, с тех пор местами сильно не изменилось. Коридоры узкие, эскалаторы могли бы шевелиться пободрее, а вентиляция, похоже, до сих пор работает на паровой тяге. Такое порой складывается ощущение. Легендарные таблички «Mind the Gap» «Осторожно, зазор» предупреждают пассажиров, что некоторые платформы были спроектированы так, словно инженеры вдохновлялись. А я не знаю, чем они вдохновлялись, может, сами инженеры подскажут в комментариях. Впрочем, все эти мелкие недостатки компенсируются невероятной разветвленностью сети – 272 станции и более 400 километров путей. Москва, в отличие от старшего британского брата, пошла по пути метро как искусство. Особенно после знаменитого визита Такера Карлсона YouTube наводнили видео с восторгами от московского метро. Огромные колонны, мрамор, люстры. Некоторые станции выглядят так, будто здесь должны проходить съемки новогоднего обращения президента, а не это вот все. Поезда ходят часто, интервал 90 секунд в часы пик против 2-3 минут в Лондоне. Плюс все чисто, автоматизировано, да и средняя скорость поездов в Москве выше, чем в британской столице – 40 против 30 км в час. Сумасшедшая статистика. Глубина некоторых станций московского метро достигает 60 метров, что сравнимо с высотой 20-этажного здания. В случае ядерной войны подземка может стать полноценным бомбоубежищем. Иногда кажется, что это и был изначальный план при его проектировании. Победитель по метро однозначно Москва, тут без шансов. Ну что, а теперь перейдем к наземному транспорту. Красные гиганты против Мосгортранса. Кто кого? Да, красные лондонские двухэтажные автобусы – это икона. Они такие же британские, как чай в 5 вечера. Впрочем, чай в 5 вечера – это что-то сродни тому, что все русские играют на балалайках, ну да ладно. Количество этих автобусов превышает 9000 единиц, и они курсируют по 700 маршрутам. И интересно, что современные лондонские автобусы являются самыми экологичными в Европе. Большинство работает на гибридном или электрическом топливе. В Москве более 12 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов. Причем трамвайная сеть одна из самых протяженных в мире – около 220 километров. Москвичи могут добраться практически в любую точку города на общественном транспорте, что делает личный автомобиль почти роскошью. Как в Лондоне, так и в Москве имеются проблемы с пробками. Дороги в Лондоне довольно узкие, машин много, поэтому автобус может доехать до нужной точки с легким опозданием. Полчаса. В остальном же наземная транспортная инфраструктура в обоих городах вполне сносная. В Москве имеются отдельные полосы для общественного транспорта, мощная система электробусов и троллейбусов, умные остановки с экранами и многое другое, что уже в принципе является стандартом для современных столиц. По категории наземного транспорта я бы не выделил явного лидера или аутсайдера, но некоторые факты и мои наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация с пробками в Лондоне выглядит более тяжелой, чем в Москве. В целом же в категории общественный транспорт у нас побеждает Москва со счетом 9-7. На эту оценку для Москвы повлияли следующие факторы. Современное, быстрое и удобное метро с короткими интервалами. Чистота и автоматизация, включая Wi-Fi и удобную навигацию. Развитая сеть наземного транспорта с выделенными полосами и электробусами. Из минусов. Пробки все еще мешают наземному транспорту, особенно в центре. Для Лондона я выделил следующие плюсы. Огромная сеть метро, покрывающая весь город и пригороды. Знаковые двухэтажные автобусы, удобные для туристов. Все же их культурную ценность никто не отменял. А также развитая система поездов и электричек. Из минусов Лондона. Старая инфраструктура метро, узкие коридоры, слабая вентиляция. Автобусы действительно медленные из-за пробок. И это, заметьте, я еще не рассматривал фактор цен на транспортные услуги, но об этом мы поговорим отдельно в нашем следующем блоке. Ну что, готовьте калькуляторы, сейчас будем считать деньги. Кстати, тут мы и подошли к точке, когда можно уже уверенно сказать, что Лондон и Москва – это как два разных мира. Один – город, где чашка кофе может стоить как билет в театр. Другой – мегаполис, где можно питаться в ресторанах и при этом
Не обязательно продавать почку. Начнем с недвижимости. Лондон в этом смысле – это город, где фраза «купить квартиру» звучит так же реалистично, как «купить дворец». Средняя цена жилья в Лондоне – около 700 тысяч фунтов, примерно 80 миллионов рублей. Причем это не элитная квартира с видом на Темзу, а скорее небольшая двушка в районе, где главная достопримечательность – ближайший паб. А уж о том, как строят в Англии, давайте не будем, а то не хочу материться. В Москве ситуация попроще. Здесь средняя стоимость квартиры около 20 миллионов рублей. За эти деньги уже можно купить жилье в современном районе с нормальной инфраструктурой. Цены, конечно, не радуют ни в Москве, ни в Лондоне, но разница все-таки очевидна. Как насчет аренды жилья? Снять квартиру в Лондоне – это квест. Средняя аренда однушки в центре – 2500 фунтов, 300 тысяч рублей в месяц. Вдали от центра примерно 1500 фунтов, 180 тысяч рублей. Москва намного дешевле. В центре однушка обойдется в 80-100 тысяч рублей, а в спальном районе 40-60 тысяч. Коммунальные платежи – отдельная боль. В Лондоне счета за отопление и электричество легко переваливают за 200-300 фунтов, 25-35 тысяч рублей в месяц, особенно зимой. В Москве около 7-12 тысяч рублей, и это включая отопление, на котором, к счастью, никто не экономит. В общем, здесь обойдемся без комментариев. Теперь насчет транспорта. Вот вам цены для Лондона. Разовый проезд в метро около 6 фунтов, 700 рублей, а проездной на месяц 180-250 фунтов, 21-30 тысяч рублей. В Москве все гуманнее. Проезд на метро 60 рублей, а проездной на месяц порядка 3000 рублей. Комментарии нужны? А теперь о еде. Продукты в Лондоне – дорогое удовольствие, но супермаркеты часто спасают скидками. Например, литр молока стоит 1,5 фунта – 170 рублей. Килограмм яблок – 3-4 фунта – 350-450 рублей. А мясо – около 10 фунтов за килограмм – 1200 рублей. В Москве цены ниже. Молоко – 90-100 рублей, яблоки – 150-200 рублей за килограмм, мясо – 500-700 рублей. А если говорить о ресторанах, то в Лондоне средний обед в кафе стоит 15-20 фунтов – 1800-2500 рублей. В Москве 500 тысяч рублей. Так что здесь уже разница между столицами не столь драматична. Еда в Лондоне не так дорога, как все остальное, особенно если покупать ее в бюджетных супермаркетах. Но вот общий вердикт по критерию цен у нас просто разгромный. Москва укладывает Лондон на лопатки с заслуженным счетом 9-5. И дополнительные комментарии здесь просто излишни. Друзья, я знаю, многие смотрят меня без подписки. Ваше право, но для нас, авторов, очень важно доверие аудитории. Поэтому призываю вас сделать доброе дело и подписаться на мой канал. Он доступен на разных платформах. Вам это ничего не стоит, а для меня это огромная поддержка. Давайте дальше двигаться вместе. Москва и Лондон – это города, где можно потратить целую жизнь, пытаясь посетить все выставки, спектакли и фестивали. Но где этот процесс будет интереснее, доступнее и разнообразнее? Давайте разбираться. Лондон – настоящий музей под открытым небом. Здесь можно просто гулять по улицам и чувствовать, как впитываешь историю. А если хочется проникнуться искусством посерьезнее, добро пожаловать в Британский музей, Национальную галерею или Тейт Модерн. Причем вход во многие государственные музеи бесплатный. Правда, за некоторые выставки вам придется платить, и иногда немало. В Москве музеи тоже есть на любой вкус, от Третьяковской галереи до Музея космонавтики. Но бесплатный вход скорее редкость, чем правило. Впрочем, цены божеские, грех жаловаться. Что касается театров, то тут Лондон – признанная мировая столица. Вест-Энд – это не просто аналог Бродвея, это место, где лучшие мюзиклы идут годами. Москва тоже не отстает. Большой театр, МХТ, Вахтанговский – выбор огромный. Цены на билеты, конечно, бывают кусачими, но все же Московский театр остается доступнее, чем вечер в Вест-Энде. С моей субъективной колокольни русская актерская школа, как наследница советской, лучшая в мире. Но с этим утверждением можно спорить. А вот что касается музеев, я бы все-таки отдал пальму первенства Лондону. Надо отдать должное. Англичане преуспели в том, чтобы свести в свою столицу максимальное количество сокровищ со всего мира. Зайдите в Британский музей, у вас просто отвиснет челюсть. Что касается концертов и фестивалей, то Лондон в этом смысле просто рай. Здесь выступают все, от мировых рок-звезд до андерграундных групп, которые через пару лет станут культовыми. В городе регулярно проходят грандиозные фестивали вроде British Summertime и Wireless.
Москва тоже не пасет задних. Концерты мировых звезд, электронные фестивали вроде Alpha Future People, когда его проводят, и огромные мероприятия типа нашествия собирают тысячи людей. Но выбор не настолько разнообразен, и некоторые западные артисты все же реже доезжают до России. Что есть, то есть. В плане концертных площадок все хорошо в обоих городах. Все на уровне, но в целом по музыке Лондон впереди, будем объективны. Если говорить о спорте, то да, Лондон – город большого спорта. Здесь проходят Уимблдон, марафоны, мировые боксерские бои и, конечно, матчи английской премьер-лиги. Если вы любите футбол, то лучше места просто не найти. В пабах поболтать о футболе – святое дело. Москва же больше ориентирована на массовый спорт. Да, Спартак, ЦСКА, Динамо – тоже, конечно, футбольные бренды с мировым именем. Есть и хоккейная лига КХЛ, чемпионаты по различным видам спорта. Но, что бы я отметил, ледовые катки, современные фитнес-центры, доступные бассейны и бесплатные уличные тренажеры делают активный образ жизни в Москве намного проще, чем в Лондоне. Поэтому, скажем так, фанатам большого спорта больше понравится Лондон, а любителям доступного фитнеса проще будет в Москве. Что можно сказать в плане образовательного досуга? Лондон – это город для вечных студентов. Здесь лекции читают в Оксфорде и Кембридже. Да, формально они не в Лондоне, но рукой подать. Проходят научно-популярные мероприятия в Королевском обществе, воркшопы от Британского музея. Цены от 10 до 50 фунтов. А чуть ли не в каждом пабе можно найти клубы по интересам, от философских дискуссий до стендапа. Москва тоже активно развивает образовательный досуг. Лектории, технопарки, бесплатные курсы. Все это становится только популярнее. Проводятся также научно-популярные встречи в музеях. Часто бесплатно или по символической цене. По критерию образовательного досуга Лондон все-таки выходит вперед. Возможностей для образования больше, во многом по причине фактора английского языка. А теперь подведем общий итог в категории «досуг и развлечения». Вот вам и первый успех британской столицы в нашей битве. Она получает заслуженные 9 баллов, в то время как Москве достается твердая 8. Все-таки Лондон – это культурная столица с мощными театрами, бесплатными музеями и концертами мирового уровня. Москва – отличная театральная сцена, много образовательных и спортивных возможностей, но чуть меньше музыкальных событий мирового масштаба. Статистика преступлений в Лондоне – это еще тот триллер. Ежегодно регистрируется около 750 тысяч преступлений. Главные хиты криминального чарта – карманные кражи, грабежи и уличные нападения. Особенно популярны районы Саутварк, Ламберт, Кройдон и Вестминстер. Здесь криминал чувствует себя как дома. Кстати, особой визитной карточкой преступного Лондона в последние годы стали атаки с использованием кислоты. Об этом я подробнее рассказал в другом своем видео про Британию, ссылка на него будет в описании. В Москве же ежегодно регистрируется около 250 тысяч преступлений, почти в 3 раза меньше, чем в Лондоне. Центр города и туристические зоны под плотным контролем полиции и камер видеонаблюдения. Полицейские Лондона – настоящие джентльмены. Вежливость – их второе имя. Количество полицейских – около 32 тысяч человек. Средняя реакция на вызов – 15-20 минут. Курьез. Британские полицейские традиционно не носят огнестрельное оружие. Возможно, потому и такие вежливые. А вот в Москве все четко. Столицу охраняет около 50 тысяч полицейских. Реакция на вызов – 10-15 минут. Применяется более жесткий подход к правонарушителям и мгновенное реагирование. Москва, по сути, превратилась в город, находящийся под тотальным видеонаблюдением. Камеры есть в метро, на улицах, во дворах, везде. Освещение в центре и в спальных районах хорошее, а круглосуточные магазины и кафе создают ощущение живого города даже поздно ночью. В Лондоне тоже много камер, но это не спасает от уличных преступлений. Есть районы, где даже местные предпочитают не ходить вечером. Освещение в некоторых местах оставляет желать лучшего, а круглосуточные магазины – редкость. Относительно массовых беспорядков и терроризма скажу следующее.
За последние 20 лет в Лондоне было несколько серьезных инцидентов, из-за чего в центре можно часто встретить вооруженную полицию. Москва с этим сталкивается реже, но тоже сталкивается. Политические митинги проходят, но крупные беспорядки случаются редко. А угрозу терактов удается контролировать на достаточно высоком уровне, принимая во внимание текущий уровень угрозы. Хотя нашумевший теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле, конечно, никто не забыл. Общий вердикт. Москва – безопасный город с низким уровнем уличной преступности, хорошим освещением и эффективной полицией. Получает 9 баллов из 10. Лондон с его высокой уличной преступностью, районами с сомнительной репутацией и не всегда оперативной полицией получает 6 баллов. А теперь самое время поговорить о динамике развития обоих городов, проще говоря, куда все катится. Так вот, проведенное комплексное исследование показывает, что два мегаполиса, Москва и Лондон, находятся в принципиально разных точках своего исторического развития. Несмотря на богатейшую историю и безусловные достоинства британской столицы, налицо очевидные признаки системных проблем. Позвольте мне пояснить свою мысль. Британская столица сегодня – это в первую очередь город с колоссальными ценами при отсутствующей соразмерной динамике развития. Да, в последние десятилетия Лондон, безусловно, сохранял статус одного из ведущих мировых мегаполисов, привлекая туристов, инвесторов и предпринимателей со всего мира. Однако, несмотря на все это, ситуация в британской столице стала напоминать застой. Цены на недвижимость сейчас достигают уровней, что затрудняет жизнь не только рабочему классу, но и молодым специалистам, которым не по карману снять даже небольшую квартиру. В английском сегменте YouTube только и видишь эти исповедальные видео молодых англичан на извечную тему «пора валить». Еще одну ссылочку оставлю вам в описании, чтобы не быть голословным. На фоне дороговизны, особенно в центральных районах города, все чаще начали встречаться пустующие площади. Магазины, которые в силу высокой арендной платы не могут позволить себе остаться в бизнесе. Ожидаемое восстановление экономики после Брексита оказалось более медленным, чем прогнозировалось. И Лондон сталкивается с растущими проблемами, включая высокий уровень преступности, который сдерживает экономический рост и в целом ухудшает моральный облик города. Столица Англии, хоть и остается культурным и финансовым центром, в последние годы демонстрирует явные признаки стагнации. А вот Москва демонстрирует диаметрально противоположную картину. Столица России за последние десятилетия претерпела значительные изменения. Город, который когда-то страдал от старой инфраструктуры и недостатка модернизации, сейчас демонстрирует явный прогресс, заметный даже без глубокого анализа. Что важно, преобразования затронули не только центральные районы, но и отдаленные, где растут новые жилые комплексы, появляются современные торговые центры и офисные здания. Москва не только строит новые жилые кварталы, но и активно обновляет старую инфраструктуру, улучшая транспорт, благоустройство и качество жизни. Проблемы с пробками все еще актуальны, но город продолжает внедрять новые транспортные решения и работать над созданием комфортной городской среды. И это, черт возьми, заметно. Цены на жилье в Москве хоть и растут, но не столь катастрофичны, как в Лондоне, а аренда и коммунальные услуги остаются значительно более доступными. В столице активно развиваются инновационные проекты. Многие международные компании открывают здесь свои офисы, а число стартапов растет. Москва все больше становится конкурентоспособной для молодых специалистов и предпринимателей, что стимулирует приток людей и капитала. Проблемы с безопасностью, конечно, тоже существуют, но в целом уровень преступности в Москве остается намного ниже, чем в Лондоне. И эти тенденции мы наблюдаем во всех сферах. Принципиальное отличие московского подхода – комплексное развитие. То есть, когда мы говорим о том, что город развивается, речь идет не о точечных улучшениях, а о системной модернизации всех городских подсистем. Если говорить максимально объективно, то Москва за последние годы совершила настоящий урбанистический рывок. Я думаю, многие жители и гости столицы со мной согласятся. Лондон же, напротив, демонстрирует признаки торможения и постепенной потери конкурентоспособности. А вывод следующий. Лондон, несмотря на свою историческую значимость и мировую репутацию, сегодня сталкивается с серьезными экономическими и социальными вызовами, которые замедляют его развитие. Москва же продолжает развиваться и улучшаться, показывая значительный прогресс в инфраструктуре, экономике и качестве жизни. Поэтому Лондон в номинации «Динамика развития» получает 6 баллов, а Москва – твердую 8.
Итак, время подвести итоги нашего сравнительного анализа двух столиц. Итоговый средний балл Лондона 6,7. Итоговый средний балл Москвы 8,5. Лондон, безусловно, остается мировым центром притяжения с богатой историей, культурным наследием и высоким уровнем жизни. Он по-прежнему является важным игроком на мировой арене, и его роль в глобальной экономике и культуре трудно переоценить. Однако, несмотря на все достижения, столица Великобритании сталкивается с рядом серьезных вызовов, о которых мы с вами уже говорили. В общем, ситуация не приносит той динамики, которой мы бы ожидали от такого мощного города. Москва, с другой стороны, за последние десятилетия продемонстрировала невероятный прогресс. Город, который когда-то отставал по многим показателям, сегодня уверенно шагает в будущее. Несмотря ни на какие проблемы, столица России продолжает улучшать условия для жизни и бизнеса, создавая среду, привлекательную для людей со всего мира. Конечно, перед Москвой еще стоят большие задачи, но, глядя на ее стремительное развитие, можно с уверенностью сказать, что ее будущее выглядит все более перспективным. Особенно для молодых и амбициозных людей. Хоть многие этого еще не заметили, но именно Москва на самом деле уже задает тренды и определяет планку развития крупных мегаполисов в 21 веке. Понравилось видео? Поставьте лайк, подпишитесь обязательно и пожелайте мне удачи, потому что я сам хочу в Москву, хотя бы на недельку. А вот если серьезно, как думаете, Москва на сегодняшний день из мегаполисов номер один в мире? Или есть другие идеи? Поделитесь, всегда интересно узнать альтернативные точки зрения.